Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодняшний свой влог я начинаю с раскраски «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Как вы знаете, раскрашиваем мы здесь вместе с Оксаной, каждый месяц по порядку. В этом месяце у нас по плану вот эта иллюстрация. Честно говоря, меня немножко это пугает, хотя мне нравится раскрашивать всяких дракошек, да и в принципе я не думаю, что это что-то сложное, но все равно как-то в первый момент это пугает. Ну и ладно. Ничего страшного, потихоньку раскрашу, результаты покажу в конце месяца. Ну, сегодня, наверное, совсем немножко покажу какой-то промежуточный результат. По традиции взяла набор манделузов акварельных, 12 цветов. У меня есть большой набор, 72 цвета, но я беру, как правило, всегда 12 цветов, потому что здесь основные цвета, оттенки, и мне удобно пользоваться. Когда чего-то не хватает, я уже беру из большого набора. В данном случае буду раскрашивать деревья. Ну, небо вообще-то тоже, но не знаю, насколько вот прямо сейчас. Пока я настроена начать с деревьев. Я пока что нанесла карандаши. Зеленый это у меня 26 и 25. А сейчас буду размывать. Ну, тут желтенький немножко. Ну вот, я размыла. Честно говоря, напрасно я желтый цвет использовала. Ну, вернее, как, я его здесь и использую, но поскольку мне сейчас надо бежать по делам, я прекрасно понимаю, что я не буду сейчас прям вот раскрашивать полностью все небо. И у этих карандашей есть такое свойство, если их сразу не размыть, то потом будут проблемы. Поэтому пришлось, надеюсь, все как бы дальше получится. Ну, ладно, не страшно. Ну, а здесь я, в общем-то, так и собиралась. Главное начать, положить ее тут рядом, и тогда каждый день потихонечку буду раскрашивать. Сейчас у меня появилось немного время поснимать, и я решила показать вам подарок, который мне привезла моя ученица Тамара. Привет тебе, огромное спасибо. Из Турции карандаши. Ну, просто она привезла как дополнение к подарку, поскольку знает, что я люблю раскраски, люблю канцелярию, и я очень довольна. Они мало того, что совершенно милейшие, так и по качеству достойные. Вот такой маленький милый наборчик. Здесь 12 карандашей. Smart Kids называются. Вообще они шестигранные, такие классные, маленькие. Я вообще в восторге. И здесь есть очень интересные цвета. Так, я вам сейчас покажу выкраску. Вот такая выкраска. Я их как-то там парами практически, а здесь вот такая группа из 4 карандашей, ну просто более-менее похожие по цвету, и я вот решила их так синий, голубой, ну и так далее. Вот так они выглядят. Их вообще в руке очень приятно и удобно держать, прям классные. Спасибо огромное. Я их разложила в той последовательности, в которой делала выкраску. Вот темно-коричневый у меня, видите, внизу, потому что я вытащила, и он остался в коробочке, поэтому вот так получилось. Мне нравится вот этот вот цвет, 3. Им можно одежду, кстати, раскрашивать. Очень подойдет, потому что, ну, такой прям как-то ассоциируется с одеждой цвет. А еще вот, ну, темно-коричневый и вот рядом с желтым, который лежит, тоже очень интересный цвет. Так что, мне нравятся, знаете, наборы, где какой-нибудь интересный оттенок. Я и поштучно люблю покупать, и даже вот Vista Artista в наборе из 6 карандашей попался очень красивый оттенок. Так что еще раз, Тамар, огромное спасибо. Я вот действительно прям рада.
Ну, просто в моей коллекции еще такого наборчика точно не было. У меня были из Ашана маленькие, там наборчик 6 цветов. Ну, и все, как бы. А так у меня вот, например, стандартные карандаши, ну вот там вот 12 цветов в коробочке лежат и по 6 цветов. Ну, я имею в виду именно по размеру коробок, конечно же. Так-то у меня и больше набора, естественно. Но я рада такие получить карандаши. Это действительно турецкие карандаши, сделаны в Турции. Ну, а теперь я покажу акрил, который я приобрела в магазине «Читай город». Ну, они мне начислили 150 бонусов, ну, и я решила, почему бы не приобрести. У меня там еще один бонус был, в общем, 151 бонус. И заплатила я за акрил объемом 75 миллилитров всего лишь 7 рублей. Очень такой красивый оливковый цвет, номер 520. Вот так вот выглядит. Это гамма. Я тоже пока не знаю, какое будет качество, но если не подойдет в раскрасках, то акрил у меня не пропадет. Для других целей пригодится совершенно точно. Но мы сейчас с вами попробуем в деле. Надо сказать, что акрил довольно жидкий, тюбик был заслюдирован, то есть все в порядке, но вот он единственное, что довольно-таки жидкий, много сразу из него выливается краски. Надо, знаете, как нажимать на тюбик и брать чуть-чуть прям кисточкой и все, и закрывать его. В общем, цвет, конечно, очень красивый, мне прям нравится. Я вообще давно на этот акрил смотрела, но по качеству, ну, не знаю, просто, может быть, я очень много нанесла, и поэтому вот такие полосы. Просто сначала мне вообще показалось, что он плешивит. Но вроде проплешины я скрыла, но, как бы разносила все вот то, что выдавилось, но не знаю, как-то мне не очень нравится, потому что, но, как я сказала, для других каких-то целей подойдет абсолютно точно. У меня в тюбике есть акрил от Ашан с птичкой, которая марка, и фиолетовый, и белый. Ну, я говорила, что как бы качество не очень хорошее, но фиолетовый я покупала, я еще не знала, брала на пробу. Когда покупала белый, я сознательно приобретала, знала, что не очень, но, знаете, развести, например, акрил, опять же, для каких-то других вещей, там елочных игрушек и тому подобное, будет неплохо. Ну и, соответственно, видимо, этот тюбик тоже разряда такое себе. Хотя, может быть, я изменю свое мнение, потому что, может быть, надо просто в палитру выдавить и потихонечку набирать. Может быть, так. Но это потом уже проверю. В любом случае, я покупкой довольна, тем более, ну, согласитесь, за 7 рублей. Решила начать разбираться с фломастерами. Я давно собиралась, не доходили руки. Сегодня хотя бы с коричневыми, но если будет желание и время, то еще возьму пару ячеек. Ну, вот фломастеры, вот эти мои любимые тоненькие ашановские, они, в общем-то, практически не подводят. Ну, а другие там, Кохенур, Центропен, вот за этими водятся, конечно же. Ну и Джиота, все такое вот. Давно пора разобраться. Ну, как-то, знаете, посмотришь, всего много, и как-то, ну, очень лениво. Но я как-то сейчас все везде перебираю, разбираю, обновляю, поэтому творческое место тоже нужно глобально расхламить, оставить то, что нравится, то, чем пользуюсь, ну и, соответственно, вообще то, что пишет, скажем. Ну, в общем, все, что осталось, это довольно много, особенно с учетом, что я сейчас вообще практически фломастеры не использую. Я еще решила разобраться с красными оттенками и мятными.
Ну, в общем-то, что могу сказать? Вот Stabilo Power мне они нравятся тем, что они мягкие и их надолго хватает. То есть они и хранятся хорошо, просто вот, и когда пользуешься, хватает надолго. То же самое можно сказать про Muppet Jungle. Они мягкие. Потом мне очень нравится, что тоже долго лежат и хватает надолго. Если фломастер не пишет, то, в принципе, это значит, что он просто закончился. Правда, вот эту часть можно покрутить немножко, и еще чуть-чуть пигмента может туда поступить. Ну, Muppet Ocean мне не нравится, потому что совсем тоненькие, как бы не очень. Там фибра такая, довольно жестковатая. Фломастеры с блестками, как Giotto Turbo Glitter, они вообще безобразны, потому что они сначала делают кляксы, а потом просто высыхают. И стоят, там, сколько, за 8 штук, весьма небюджетно. А вот ашановские с блестками, ну, они тоже довольно жесткие, но они хотя бы не делали кляксы и какое-то время служили. Но в целом я их повторять не буду. Ашан с птичкой вот такие односторонние, ну, цвета красивые, они протекают, в принципе. Вот. Что еще? Ну, вот эти кисточки, ну, понятное дело, такое себе. Маленький Kids Fantasy вот засох. А вот, например, Ашан от марки «Каждый день», хотя потом тоже стали Ашан с птичкой, вот эти тоненькие. Вы знаете, вот я по прошествию времени еще раз могу сказать, что для меня они самые лучшие. В большинстве раскрасок они не протекают. Редко попадается пишущий узел жесткий, в основном мягкий. Они хорошо напитанные, могут и 5, и 6 лет лежать, и с ними ничего не происходит. Ну и хватает, в принципе, тоже на адекватное количество там раскрашенного. Поэтому как бы буду хвалить, продолжать. Ну, в общем, от такого количества избавилась. В принципе, вот не сильно пострадало, так сказать, пространство. Все равно много еще осталось фломастеров. Ну, а с другими оттенками разберусь чуть позже. Не все сразу. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая, 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Пока-пока!